Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Все, кто на моем канале первый раз, меня зовут Светлана, и на моем канале мы разбираем отношения между мужчинами и женщинами. Сегодня я хочу предложить вам расклад. Расклад будет его чувство к жене и ко мне. Знаете, я даже хочу сказать о том, что сегодняшний расклад больше для любовниц, не для жен. Поэтому будем смотреть довольно откровенно, открыто. Взяла две колоды, поэтому на одной колоде будем смотреть его чувства к жене, а на второй колоде будем смотреть его чувства к вам. Так, ну а начинаем мы с колоды Таро 78 дверей и посмотрим всех действующих лиц. То есть сначала посмотрим сигнификацию вашего мужчины, на которого вы смотрите, потом посмотрим ее сигнификацию той, которая с ним рядом, жены, и вашу. Так, смотрите, очень интересное начало. Очень интересное начало. Почему? Потому что, смотрите, четверка жезлов, да, это мужчина, на которого вы смотрите. По четверке жезлов на сегодняшний момент времени, во-первых, он уверен в себе, уверен в той жизни, которой он живет, уверен в своей семье. Его семья – это его пристань, это его надежда, это его ценности, причем те, которые для него считаются неприкасаемыми. Поэтому сразу ставлю акцент на то, что мужчина очень-очень своей семьей дорожит. Можем спросить, как же тогда он имеет отношения с вами? Да, есть, да, имеет, и тем не менее дорожит своей семьей. Знаете, он вообще свою семью оберегает, он вообще в своей семье глава, кормилец, поилец и все, что можно здесь назвать. И в свою семью он, знаете, не пропустит никакой информации, которая бы повредила ей и нарушила покой. Потому что для него его семья, его стабильность, что бы ни было у него, что бы у него ни происходило. И это, знаете, такое, скорее всего, табу по четверке именно жезлов, да, которое он не нарушит. Вот что, а вот семью не трогать никогда. И это даже не обсуждается. Поэтому если вот такой именно мужчина, то это будет именно ваш расклад. Дальше смотрим ее, да. Смотрите, она туз кубков. На сегодняшний момент времени она пребывает в этой семье в любви. Я хочу сказать, что, скорее всего, даже в неведении о том, что происходит у мужчины, что у него есть так называемая двойная жизнь. Почему? Потому что туз кубков – это ее к нему полное доверие, это ее к нему полная любовь, это, знаете, такое чувство, которое у нее даже не обсуждается. И для нее это, знаете, мягко говоря, будет тяжелым шоком узнать то, что вообще у этого мужчины что-то может быть. Поэтому она, конечно, не знает, но она оберегает эти чувства, да. А она живет в достатке, она живет и купается в эмоциях, потому что он их дает, и она его любит на самом деле, понимаете, на всю катушку, как говорится, потому что здесь туз кубков. Шестерка пентаклей. Шестерка пентаклей – это ваш аркан, который говорит здесь о том, что для вас этот мужчина – это подарок судьбы. От подарков судьбы не отказываются. Не отказываетесь от этого подарка и вы.
Он действительно для вас подарок судьбы. Ну, во-первых, если, вот знаете, может быть у вас и разница в возрасте, это как вариант. Во-вторых, он более, ну, скажем так, могущественный, что ли. Он лучше обеспечен, например, чем вы. У него в руках больше, ну, знаете, таких инструментов воздействия, я не знаю, может быть, власти даже. Потому что это такой человек непростой, который может и выступает для вас в том числе, да, защитником, но неким спонсором, потому что он помогает материально. И поэтому для вас он и есть подарок судьбы, который вдруг как-то неожиданно свалился прямо на вас, можно так сказать, да, и для вас этот мужчина в вашей жизни сейчас значим, поэтому вы в нем нуждаетесь. По крайней мере, вы будете хотеть, чтобы отношения продолжались. Ну вот такая ситуация, да? А он, кстати говоря, в вашем случае, в отношении вас, он такой довольно великодушный. Давайте еще момент один посмотрим, да? Что между вами, вот всеми в этой ситуации, что между ним и его супругой, и что, соответственно, между вами, между этим мужчиной и между вами. Так, смотрите, что между ним и супругой. Король меча. Король меча шел перевернутый, да? Ну, смотрите, я так его и скажу, что между ними. Да, что между ними. Вот смотрите, а он действительно с ней очень мягкий. Он действительно с ней не такой, как есть. К этому, значит, есть причины. Почему он к ней так относится, почему он ее так оберегает. У каждого причины свои. Но здесь он даже не раздумывает никогда, чтобы встать на ее защиту, и не раздумывает никогда в том, чтобы быть с ней грубым, быть с ней невнимательным, быть с ней холодным, быть с ней неласковым. Все с точностью наоборот. Мягкий, внимательный, теплый и ласковый мужчина. Это как будто бы два разных человека, потому что у нас вышел король меча. Один в жизни, а один с ней. Поэтому вот такая ситуация. Что, соответственно, с вами? Старший аркан отшельник. Но вот сейчас между вами нам показывают отношения подвисли. По отшельнику это период, когда мужчина думает о том, что происходит, потому что это умный человек. Ну, во-первых, он все-таки вот, да, как-то идет по отшельнику, даже, знаете, такой возрастной, постарше вас, действительно занимающий, может занимать серьезное такое положение. Может быть, кстати говоря, преподавателем, учителем, ну, знаете, где-то вот так вот высшего звена, скажем так, который изначально когда-то раньше занимался преподавательской деятельностью, но теперь уже повыше. Ну, смотрите, это не имеет значения. Самое-то главное, что сейчас он именно вот в этой колоде, да, такая краска старшего аркана отшельника, отказывается от тех эмоций, которые возникают в ваших отношениях. Знаете, может быть, когда-то действительно появился перед вами он, либо вы обратились к нему за помощью, либо он сам ее предложил. Это была простая услуга, это было то, что, в принципе, сделал бы любой человек на его месте, да? Но потом как-то потихонечку отношения завязались. Но сегодня он очень, кстати говоря, крепко думает о том, а нужны ли они. Почему, девочки? Ну, потому что вы видите, какое здесь положение в семье. И как он относится к своей семье. Поэтому вот так. Так что смотрите дальше. Если вам резонирует ваш расклад, оставайтесь. Нет, переходите на другие видео. Ну, а дальше мы будем смотреть, соответственно, чувства к жене, чувства к вам. И буду подключать другую колоду. Итак, давайте же начнем с чувств к жене.
какие у него чувства к ней. Какие у него чувства к ней. Ну и давайте сразу возьмем, какие у него чувства к вам, для того, чтобы сравнить то, что он чувствует к вам обеим. То, что он чувствует к вам обеим. Итак, давайте посмотрим его чувства к вам. Возьмем тоже 3 аркана. Возьмем тоже 3 аркана. Так, хорошо. Ну вот смотрите, довольно четкая ситуация. Начну с чувственной сферы к вам. Смотрите, что происходит, да? Вы действительно познакомились как-то невзначай, как-то случайно, как-то, знаете, легко, но очень-очень даже не думая о том, что вот это знакомство, и это знакомство к чему-то приведет. Но тем не менее, это знакомство возбудило вас обоих в прямом смысле этого слова, потому что он вам интересен как мужчина стал тут же в тот момент, и вы ему интересны стали как женщина тут же в тот момент. Очень может быть, что вы работаете вместе, например, он вас взял на работу. Очень может быть, что вы по предпринимательской деятельности пересекаетесь. Очень может быть, что вас связывали изначально чисто деловые отношения, да? Но случилось так и произошло так, что, знаете, как-то шутя, как-то без особых прицелок на будущее произошла вот это, между вами пробежала вот эта искорка. Это искорка огня, желания. Именно желания. И знаете, ну а почему бы и нет, да? Отношения легко завязались, легко. С юморком с таким, да? Может быть, где-то даже и по-дурацки. Может, где-то даже и глупо на самом деле. Но завязались и получилось. И именно так. Сейчас между вами в чувствах именно, знаете, больше страсти. Больше нравитесь вы друг другу как мужчина-женщине. Здесь больше интересны именно эти отношения. Так, что у него, соответственно, чувства к жене? Ну, смотрите, какие у него чувства к жене. Старший аркан Луна – сложный аркан, сложно. Когда говорить на чувства приходится по этому аркану, то, скорее всего, знаете как, это то, что он очень хорошо понимает душу этой женщины. Именно душу этой женщины. Может быть, кстати говоря, у нее есть и какие-то проблемы. Это одна из причин, которая заставляет его быть с ней очень мягким, нежным, участливым, контактным, потому что ему приходится ждать, когда эта проблема решится. Да? Ну, может быть, она болеет, может быть, знаете, не все в порядке с ее, ну, боюсь, здесь здоровье я вообще принципиально не смотрю, да, но здесь может быть именно с психикой, с человека что-то связано, но вот это душа, внутренний мир. Поэтому, знаете, он на самом деле очень за нее боится. Он на самом деле очень за нее переживает, потому что непонятно вообще, что произойдет и как сложится ее судьба. Поэтому вот может быть причина, по которой в чувствах к ней у него всегда положительные моменты. Паж кубков, любовь, надежда, вера. Потому что, знаете, если не окружить ее любовью, то по-другому никак. Поэтому он именно делает так, именно так и поступает. А к вам совершенно другое, с вами он другой. Здесь отношения легкие, здесь отношения очень такие, знаете, как игристое шампанское с пузырьками, да? И в голову бьет. Также и эти отношения с вами, они тоже дали в голову ему. Ну и, конечно, это раскрепощенность в вашу сторону и сексуальность, которая здесь есть, и я уже об этом говорила.
Так, хорошо. Что думает он о жене? Что думает он о ней? Что думает он о ней? Что думает он о ней? Король жезлов. Король жезлов, он думает, что тогда, когда они познакомились, она его взяла именно своими женскими чертами, и он на это клюнул, именно на нее, как на женщину. Здесь король жезлов. Король жезлов вышел дважды в нашем раскладе, что вполне может говорить о том, что мужчина, которого мы смотрим, он очень энергичный в сексуальном плане. Для него этот момент очень важен. Стоит практически на первом месте. Возможно, он является королем жезлов сам по себе, представителем огненных знаков зодиака. Смотрите. И еще он думает о том, что он все может изменить в ситуации с этой женщиной. Но здесь она действительно нуждается в помощи. И здесь действительно он выступает в роли сильного звена, когда он одновременно и обеспечивает материально, и создает эмоциональный фон в этой семье, и действует, и работает, и за все отвечает. И, понимаете, все блага создает. Он как будто бы хочет вернуть прошлое с этой женщиной. Он взял на себя ответственность, когда-то у них брак, и он из него не выходит, он ее опекает. Здесь больше это идет. Ну, есть какие-то проблемы, у каждого свои, но здесь явно какая-то проблема в этой семье. Поэтому у него такое к ней отношение. Так, что он думает о вас? Давайте будем смотреть. Что он думает о вас? Но, к сожалению, он думает о том, что вашу тройку, что ваши отношения как любовников нужно заканчивать. Старший аркан башня об этом явно говорит, к сожалению. Да? Почему к сожалению? Ну, потому что ему самому это не хочется делать, но это его выбор, и он говорит, что я чужой мужчина. Понимаете, король пентаклей. Король пентаклей. Вот и все. Он место свое видит в этой семье, в своей семье. Все, девочки, здесь вот так, здесь именно такая ситуация. Так, хорошо, идем дальше. Что хочет он от своей супруги? Что хочет он от нее? Что хочет он от нее? Ну, смотрите, простых вещей он от нее хочет. Простых вещей. Хочет видеть ее королевой жезлов. А королева жезлов, прежде всего, женщина здоровая, знаете, которая действительно пышет здоровьем. И он очень хочет, чтобы она вновь была привлекательной, сексуальной для него, а самое главное, наполненная силами и энергией. И он этого хочет, он рисует себе такую картинку из прошлого, опять же. И он очень хочет, чтобы, знаете, вот их пара была. Может быть, и здесь чувство вины есть, хотя мы это не смотрим, да, но здесь очень могут быть перед этой женщиной именно. Но здесь очень много, это тема даже отдельного расклада, и углубляться не будем. Но его желание явно это увидеть ее перед собой, вот такой, какой я сказала, да. Так, что он хочет от вас? Что он хочет от вас? Что он хочет от вас? Ну, он хочет остановить отношения. Он хочет остановить отношения. Это в его руках. Он понимает, что может это сделать. Он понимает, что он может нажать на тормоза. И, скорее всего, он этим и воспользуется. Ну, а мы давайте уже сразу и посмотрим, да, воспользуется ли он этим, потому что спросим перспективы с вами. Вот, девочки, десятка меча – это смерть. Это карта, ну, смерть это в кавычках, да, это карта, когда отношения будут закончены. Любовь будет закончена. К сожалению, это будет больно, это будет тяжело, эмоционально, но так нужно.
и он возьмет это объяснение на себя. Вот так. Такие перспективы. Ну и, конечно же, мы перспективы смотрим здесь. Перспективы смотрим здесь. Так, возьму тоже 3 аркана. Так, ну а здесь он будет рядом, потому что он будет надеяться на лучшее, потому что он будет действовать, потому что он будет идти, потому что он ради этой женщины будет ломиться в закрытую дверь, даже если здесь будет сделать что-то сложно. А вообще даже, знаете, я хочу сказать, он выше своей головы готов прыгнуть, потому что здесь верховная жрица. Выше своей головы, потому что он готов для того, чтобы вернуть вот это их состояние, а самое главное ее состояние, да, этой женщины, он готов даже в мир тайного и таинственного обратиться. Поэтому здесь так, здесь да, здесь очень не то чтобы привязанность, а знаете, здесь прямо забота и опека. Вот так. Ну вот смотрите, да. Ну, конечно, давайте же спросим вам совет, что посоветуют карты вам. Ну, вы в треугольнике. Вы в треугольнике. Это явно, это очевидно. Сегодня у нас такой расклад. Сердце болит, конечно. Какой совет вам? Уходите из треугольника, он вам не нужен, получайте удовольствие. Иначе, если вы не закончите эту ситуацию, вы будете отрезаны от тех удовольствий мирских, мира этого, который он вам дает. Поэтому для того, чтобы быть спокойной, сытой и довольной самой, для себя нужно принять решение. Таро нам подсказывает, какие. Уйти из треугольника, это однозначно. Ну а вы думайте сами и решайте сами, потому что вы знаете, что Таро – это информация, расклад – это информация, а решение, конечно же, вы принимаете всегда, только сами. Ну что ж, вот такой сегодня у меня был для вас расклад. Мне остается пожелать вам, несмотря ни на что, знаете, быть твердой в своих решениях, женщиной самодостаточной, ценить себя, видеть свои достоинства и мечтать о лучшем для себя и изменять этот мир вокруг себя для того, чтобы вам было удобнее в нем жить, уютнее и комфортнее. На этом все. Я напоминаю, что если вам нужен личный расклад, вы всегда можете обратиться ко мне. Контакты найдете в описании под видео. Если вам понравился этот расклад, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Всего самого доброго. До свидания.